Когда человек начинает активно развиваться, у него возникает один очень актуальный вопрос. Что такое осознанность? Существует множество разных взглядов, представлений, догадок, и я даже бы сказал и желаний самого человека, которые он вкладывает в это понятие. Если взять и всех их объединить, можно получить ответ и представление об этом состоянии. Но, как вы понимаете, потребуется большое количество времени и сил. Наша сегодняшняя с вами задача посмотреть в саму суть данного понятия и дать ответы себе на вопросы, что такое осознание и осознанность. Когда возникает момент перехода человека в это состояние и от чего он зависит. Также я предлагаю посмотреть на подсказки, которые возникают в вашей жизни, по которым вы можете начать догадываться, что вы приближаетесь к этому состоянию. Также сегодня я достаточно широко хочу представить вам ответ на вопрос, что такое площадки созерцания сознания. Меня зовут Велиний, вы на канале Энергосознание, где мы с вами получаем актуальные ответы на вопросы, которые помогут вам стать осознанным человеком. Итак, я предлагаю сразу же нам с вами определиться в главном. Если мы говорим про осознанность, значит, это есть прежде всего уровень сознания человека. И, соответственно, если это уровень сознания человека, есть и другие уровни. Я думаю, придумывать ничего не стоит, так как логика, она находится сразу же на поверхности. И если мы говорим про осознанного человека, другую бинарную точку, противоположность я бы назвал, как вы и сами догадываетесь, это человек неосознанный. Ну а сам процесс, когда неосознанный двигается к осознанности, это как определенное переходное состояние, я предлагаю называть процессом осознавания, а человека осознающим. Это вполне логично, так как это все-таки процесс, когда человек стремится активно развиваться и стремится познать и войти в состояние осознанности. Давайте с вами для визуальной наглядности отобразим все в пространстве осознанности. Сейчас вы видите в самом низу, это начальный уровень, или же, как мы уже с вами сказали, человек неосознанный. Дальше у нас следует второй уровень, или же человек осознающий. То есть это человек, который еще не стал осознанным, но уже и неосознанным мы его назвать не можем. Это человек активно развивающийся, который ищет ответы на определенные вопросы. Ну а третий уровень, это соответственно и есть сам человек осознанный. То есть это начальные уровни сознания человека. Двигаемся дальше. Кто такой осознанный? Сейчас я предлагаю нам начинать отвечать на этот вопрос и делать соответствующие штрихи. В целом же панораму ответа мы сформируем по завершению данной передачи. А сейчас посмотрите внимательно на само слово «осознание». Здесь вы видите, что оно состоит из двух энергетических смыслов, где один энергетический смысл – это буква «О», а второй энергетический смысл – это слово «сознание». Если со вторым, в принципе, все понятно, с первым надо внести некоторые пояснения. Буква «О», она олицетворяет прежде всего и подразумевает объединение. То есть теперь, если взять и соединить
эти два энергетических смысла, у нас получается, что осознание — это объединение сознания. То есть человек осознанный — это человек, который определенным образом объединил свое сознание. Возникает естественный вопрос: что же такое объединил в своем сознании человек, и он стал осознанным? Без лишних слов мы с вами продолжаем наше размышление. Человек осознанный объединяет свое сознание своими выводами. Видите, я нарочито сейчас дважды подчеркнул слово «свое». Почему так? Потому что если мы посмотрим на саму суть выводов обычных, которые практически каждый человек делает ежедневно, это выводы, к которым мы привыкли еще со школьных лет. Это выводы, которые базируются на определенных знаниях, на определенных утверждениях других людей, на определенных обстоятельствах, событиях. Это выводы, которые полностью принадлежат и создаются в среде. То есть это выводы, которые вне среды существовать не могут. Соответственно, если мы говорим про выводы, обычные выводы человека, они даже не являются с точки зрения энергетической, с точки зрения смысловой выводами. Они больше соотносятся с таким понятием, как реакция. То есть это больше является реакцией на какое-то знание, на какие-то события. Какая это может быть реакция? Если мы говорим про реакцию позитивную, это прежде всего спонтанная радость, это может быть гордость. Если это что-то негативное, вот сейчас многим известно состояние паники может возникать, состояние неконтролируемой агрессии, спонтанное состояние. То есть здесь, опять же, еще раз подчеркну важный момент, что выводы обычные, они делаются прямо на поверхности среды и непосредственно с ней связаны. То есть как поведет себя среда, так поведет себя и человек. А теперь, если мы посмотрим на выводы человека осознанного, здесь картина совершенно другая. Да, он также может делать выводы, как и все люди, выводы в среде. Они также будут состоять из логики среды, но есть один очень важный и существенный момент, который непосредственно и формирует сознание человека осознанного. Он начинает выводы делать уже за логикой среды. Часто, я бы даже сказал, практически в большинстве случаев существенные выводы человека осознанного находятся вне логики среды. Соответственно, он видит то, что находится за средой. Кто-то может даже сказать, он видит будущее. Но это относительное понятие. Сейчас, скажем так, да, он может видеть то, что среде предстоит еще освоить. Вот так будет более правильно сказать. Соответственно, также, если эти выводы находятся вне логики среды, человек осознанный имеет возможность управлять средой. Конечно же, здесь все зависит от уровня осознанности человека. Давайте с вами, опять же, перенесем наше внимание в визуальное пространство осознанности и сделаем определенные схемки, чтобы все расставить по полочкам. Смотрим. Выводы — это всегда и обязательно объединяющая мыслеформа. То есть она, как минимум, объединяет две мыслеформы. Сейчас вы видите на схеме выводы человека, который живет обычной жизнью. Вы видите, что практически все его выводы, они сделаны непосредственно в самой среде, то есть они и принадлежат этой среде. У человека осознающего
картина его выводов, она уже несколько иная. Он также может делать выводы, как и обычный человек в среде, но большая часть его размышлений строится уже за средой. И именно эти размышления и становятся второй опорной точкой его выводов, который объединяет одну мыслеформу, находящуюся в среде, и вторую мыслеформу, находящуюся вне логики среды. И непосредственно эти выводы, они начинают уже формировать первые ростки осознанности. У осознанного же человека одна мыслеформа может принадлежать среде, а другая мыслеформа, так же как и у осознающего, обязательно находится вне логики среды. Но возникает вопрос, в чем же отличие тогда было бы, да, человека осознающего и осознанного? А отличие заключается в том, что осознанный человек, он может делать выводы не только вот так, когда одна мыслеформа в среде, а другая вне среды, но и даже когда две мыслеформы находятся вне среды. То есть осознанный человек, критическая масса, основная энергетическая масса его выводов, она делается вне среды. И, соответственно, именно эта масса выводов, она и формирует его осознанность, которая, как некий остров, строится вне среды. И, соответственно, этот человек, он может наблюдать за средой со стороны, он видит ее со стороны. Среда вот этими вот выводами осознанного человека, она управлять не может, потому что ей эти выводы неизвестны. Только осознанный человек знает природу этих выводов, природу этих размышлений, как он их делал, что они из себя представляют, общую объединяющую логику этих выводов. Среде это все неизвестно. Соответственно, среда не может управлять этими выводами. Ну и логично, среда в главном управлять осознанными людьми не может. Вот в этом есть одно из существенных отличий человека осознающего и человека осознанного. Я даже не говорю сейчас за человека неосознанного. То есть на человека осознающего среда более-менее может как-то еще влиять, потому что одна мыслеформа выводов в среде находится, вот, но на человека осознанного это правило уже не распространяется. Осознанные люди, они самодостаточны в самом лучшем понимании этого слова. Они, как зерно истины, прорастают в любой почве сознания неповторимостью. Они не системны. То есть такие понятия, как социальная система, политическая, образовательная, любая система, которая известна нашему современному обществу, она не про них. То есть они понимают это общество, они живут в нем, как и все другие люди, но они не принимают эту систему. Самая главная их задача, предназначение, чувствование их сердца — это объединение, это устранение любых форм и видов противоречий. Я бы еще даже так сказал, что когда собирается критическая масса осознанности, которая формируется из индивидуальных критических масс осознанности отдельных людей, она преобразует не только какое-то общество, какую-то отдельную страну, но происходят глобальные изменения вообще во всей цивилизации, даже во всем мироздании происходят изменения. Фактически это то, что сейчас мы наблюдаем. Это идет смена эпох. Ну, по теме нового общества, общества осознанных людей, мы будем снимать еще не одну передачу, равно как и по теме выводов, так как, я думаю, вы уже понимаете, хотя мы только прикоснулись к этой теме, ее глубину, масштаб, вы это все чувствуете. Сейчас же я предлагаю нам продолжить наше размышление и обратить внимание на следующий вопрос, что из себя представляют площадки созерцания сознания. Что такое вообще площадки? Ну и, соответственно, почему созерцание? Давайте с вами рассматривать. Площадками созерцания сознания я называю степень развития веры человека в критической массе осознания себя.
Видите, прозвучало как минимум 3 новых термина. Степень развития веры человека, критическая масса и осознание себя. Эти понятия мы с вами будем еще рассматривать детально и внимательно, а сейчас я скажу обобщающе, что площадки сознания – это степень видения и степень понимания человеком, что весь окружающий мир – это есть его сознание. Площадки потому, что это такое состояние сознания, когда человек, находясь на ней, он может существенно отдохнуть, он может произвести оценку своего опыта, он может увидеть свои достижения, он может почувствовать свои новые перспективные возможности. То есть это как своеобразная площадка, если посмотреть на метафору с восхождением на гору, когда человек восходит, да, и когда он поднимается на гору, он оказывается на своеобразной площадке. Ему открывается панорамный вид, и, соответственно, он доволен результатом, он дышит полной грудью, он созерцает это все пространство, и он понимает тот путь, который он прошел. Если перед ним еще находится новая вершина, он, соответственно, поднимает свой взор и анализирует, куда ему двигаться дальше. Поэтому и название такое – площадка. Созерцание. Почему именно созерцание? Потому что человек, когда он живет в своем мире сознания, я думаю, вы со мной сразу же согласитесь, что вы видите определенные здания, определенных других людей, животных, растения. Вы воспринимаете и анализируете какие-то события, обстоятельства. То есть все вот эти другие мыслеформы, которые я перечислил, они все находятся вокруг вас. То есть вы своеобразно находитесь в центре, а они вокруг вас. То есть что вы делаете? Вы наблюдаете, вы созерцаете все ваши мыслеформы вашего сознания. Даже если допустить, что когда к вам кто-то обращается, или же к вам поступает какое-то знание, даже какое-то обстоятельство вызывает в вас эмоции, чувства, мыслительные реакции, это все равно идет связь, прямая связь среды и вас. То есть, как бы там ни было, среда, которая вас окружает, она влияет на вас. Но и вы потом также начинаете все эти реакции выплескивать, то есть проявлять их наружу. Вы материализовываете свои мысли, вы показываете свои чувства, вы проявляете свои эмоции. То есть, опять же, повторюсь, вы живете на своеобразной площадке созерцания всего, что вокруг вас находится. Одним словом, на каждый момент времени вы созерцаете свою жизнь. Вы чувствуете определенным образом, даже подсознательно, что вы живете в мире своего сознания. Но чем больше это осознание у вас на понимаемом уровне, тем больше вы Бог, то есть тем больше вы созерцатель своего мира сознания. Тем больше вы чувствуете, что вы являетесь центром этого мира сознания, центром, от которого все зависит. И самое интересное здесь, так это то, что чем больше вы честны, обоснованы и справедливы внутри, вот в этом чувстве, когда вы являетесь созерцателем своего мира сознания, тем больше мир, он реагирует на это ваше состояние, и тем больше он проявляет и доказывает и вам, и себе, что действительно вы его созерцаете. Вы смотрите, вы управляете этим миром. Я думаю, вы меня поняли верно. И теперь самое время нам с вами разобраться в следующем вопросе. Какие же есть площадки созерцания? Итак, я думаю, здесь все уже достаточно понятно. И мы только с вами будем постоянно конкретизировать некоторые моменты. Самая первая площадка – это площадка человека неосознанного.
Почему именно человека неосознанного? Что он из себя представляет? Да, частично мы уже этот вопрос с вами рассмотрели чуть раньше, но теперь следует уточнить важные моменты. Неосознанный человек, в чем и заключается сама его неосознанность, так это в том, что он прежде всего разделяет весь мир на «я» и «не я». Таким образом, его интересует в основном только то, что касается непосредственно него. То есть это может быть даже его семья, его взгляды, его переживания, его чувства, эмоции, мысли, положение в обществе, ну и так далее. Все, что не его, практически ему мало интересно. А если и даже становится ему интересно, так это только по той причине, что от этого зависит, возможно, его финансовое положение, его социальное положение, то, как его будут воспринимать другие люди, возможно, даже риск жизни и смерти. То есть только когда это непосредственно цепляет этого человека неосознанного, другие люди, все, что он отождествляет как «не я», его начинают интересовать. Осознающий же человек, это у нас уже будет следующая площадка созерцания сознания, по счету вторая. Чем же он отличается от человека неосознанного? Здесь тоже появляются уже определенные отличия существенные, и они заключаются в том, что человек осознающий прежде всего, он все больше начинает чувствовать, что этот мир, он с одной стороны и прост, а с другой стороны, есть в нем какая-то тайна, какая-то сложность. Он чувствует, что он как-то связан с этим миром. Он начинает искать свое место в этом мире. Когда человек находится на площадке осознавания, и когда у него возникают какие-то сложности в жизни, он всегда начинает задаваться новыми вопросами. Почему это произошло? Почему именно эти события, а не другие? Повторятся ли эти события еще когда-то в его жизни? То есть он старается постоянно совершенствоваться. Он старается, чтобы, если какие-то события происходили и они ему не нравятся, они больше не появлялись в его жизни. То есть этот человек начинает развиваться все больше и больше упредительно. То есть понимать своим сознанием чуть больше и чуть дальше, чем эти события материализовываются. То есть он начинает все больше забегать наперед, все больше видеть что-то наперед, и принимая решения таким образом, он начинает корректировать свою жизнь. Он все больше чувствует, что живет в своем мире сознания. И что еще очень важно, он все больше начинает задумываться над таким вопросом, как неповторимость. Он старается проявлять себя неповторимо в чувствах, в эмоциях, в размышлениях. Он ищет даже новые способы бизнеса, организации и подачи себя. То есть этот человек все больше начинает искать такие точки, которые неизвестны еще среде. Он начинает создавать то, что и формирует, и принадлежит только ему. Следующая площадка – это осознанный. Запомните, самый главный критерий, или я бы даже сказал инструмент определения того, что вы находитесь на этой площадке, это то, что вы способны отвечать на собственные вопросы. То есть без интернета, без учителей, без книг, вы чувствуете всем сердцем, что способны самостоятельно прийти к божественности. Вы чувствуете и понимаете, что вы можете собрать все свое сознание в абсолютное осознание. Вы начинаете все больше и быстрее, и точнее, и логичнее материализовывать события. Вы начинаете все больше чувствовать все окружающее как самого себя. И что самое интересное, вот эти вот внешние события, обстоятельства, люди, все это будет реагировать обязательно на вас. То есть будет реагировать на ваше настроение, на ваши мысли,
даже на какие-то ваши озарения, открытия. То есть вы вдруг подумали сегодня что-то раз, а завтра оно уже смотрите, оно материализовано. Или же только подумали, оно уже сразу же материализовалось. Это нормально, это естественно. Следующее, то есть еще такой очень важный критерий, который сразу же определяет и подсказывает, что человек стал осознанным, это то, что он начинает работать с потоком. Я думаю, вы, если встречали или будете встречать осознанных людей, вы от них услышите что-то наподобие такого. Работают с потоком, информация с потоком, информация от Бога, от ангела-хранителя. Ну, еще как-то могут все это объяснять, но самое главное – это работа с потоком. То есть человек осознанный, он постепенно выходит на поток, определенный поток, пока что мы ограничимся общим понятием, и постепенно учится взаимодействию с ним. Они все больше понимают друг друга и развиваются, я бы так сказал. То есть на данный момент, я думаю, этого достаточно. Потому что если вы почувствуете работу с потоком, вам объяснять ничего не надо будет. Осознанный человек себя уже видит не только как человека неосознанного, но он еще себя видит со стороны и как осознающего. То есть осознанный человек, он наподобие матрешки, даже такое прямо физическое состояние, ощущение, он чувствует как бы тройственность своей головы. Причем он может находиться в один момент сразу же во всех этих трех ипостасях. То есть даже если он творит вдруг какое-то невежество, в тот же самый момент он может себя анализировать со стороны осознающего человека и со стороны своего осознания. То есть он видит все сразу же со стороны. Даже выполняя какую-то уборку, стройку, там, ремонт, все, что хотите, параллельно человек развивается. Он открывает законы мироздания. Хотя, казалось бы, со стороны, если посмотреть, делает там какую-то банальную уборку, вот, а он только там закончил, или же он там со шваброй бегает, раз, берет листочек и сразу же там выводит законы мироздания, делает какие-то серьезные определенные выводы, которые кардинально могут поменять вообще видение общества, видение цивилизации. Это для него нормально, и это для него естественно. То есть такое вот именно тройственное состояние. Вот если вдруг в какой-то момент вы его почувствовали, знайте, вы или уже очень близко к площадке осознанности, или вы уже находитесь на ней. Просто пока еще не освоили, а только осознаете, сейчас ее осваиваете. Но если это базовые площадки, значит, можно допустить, что есть и следующие площадки. Да, площадки следующие есть. Например, четвертая площадка, она называется созерцатель. То есть это уже уровень сознания созерцателя. Сейчас, естественно, мы не будем ее рассматривать, хотя, я думаю, достаточно скоро эта необходимость возникнет. Она уже начинает назревать и возникать. Но я все-таки отмечу, раз уж вы спросили, что, находясь в этом состоянии, человек уже не нуждается, опять же, ни в учителях, а если даже есть рядом с ним осознанные люди, они все больше между собой контактируют как партнеры, как друзья. То есть у них уже идет совершенно другая форма взаимоотношений. Я бы даже вам сказал еще больше, что непосредственно люди, которые находятся на площадке, на этой четвертой площадке созерцателя, они и будут формировать так называемое Царство Небесное. То есть это то состояние, куда движется теперешняя цивилизация. И этот теперешний переход, принято так называть его, да, переход в новую эру сознания, переход в новые измерения, в новые вибрации, как бы вы ни назвали, суть одна и та же. То есть это теперешний переход, это есть логический постепенный переход и приближение к этому Царству Небесному, когда его уже будут формировать люди с уровнем созерцателя. Все-таки эту площадку мы будем с вами рассматривать, но в связи с другими темами. То есть там, где это будет логично, мы будем обращаться к площадке четвертой созерцатель.
Сейчас же, я думаю, надо продолжать и задаваться следующим вопросом. А что, если человек находится на какой-то площадке созерцания сознания, тогда он только на ней находится? То есть, если он вдруг на площадке осознавания, он уже не находится на площадке неосознанности, или же он не находится на площадке осознанного человека? Я вам скажу нет. Если человек даже осознающий, его критическая масса сознания находится на этой площадке, то он обязательно какой-то своей частью находится на площадке неосознанного человека и на площадке осознанного. Я предлагаю уточнить и визуально, опять же, все это представить в нашем пространстве осознанности. Давайте с вами смотрим. К примеру, если вы человек осознающий, тогда тело вашей критической массы сознания, оно находится на площадке осознавания. Шлейф вашего сознания будет находиться на площадке неосознанности, а голова будет находиться на площадке осознанности. То есть почему именно так голова на площадке осознанности? Потому что это есть ваше устремление. То есть это есть ваши задачи, ваши цели, ваши желания. Поэтому и эта голова, она находится на площадке осознанности. Обратите свое внимание на вторую схему, где мы видим условно человека, который живет в следующей новой эре или в верхнем параллельном мире, который будет после данного перехода. Вы видите, что самый начальный уровень — это уже только человек осознающий. То есть неосознанных людей уже нет там. Там только начинается все уже с осознающих. Следующий уровень — это осознанный, и потом далее это уровень уже созерцательный. Соответственно, делаем вывод, что надо развиваться. В новой эре люди уже будут воспринимать других как самого себя. Они будут учиться этому, будут совершенно другие взаимоотношения. Потом будет следующий переход, схемка еще поменяется, потом еще следующий переход и так далее. То есть в этой логике. Наш следующий вопрос. Как определить то, что вы перешли на следующую площадку созерцания своего сознания? Но я думаю, что здесь все логично. Если вы переходите на какую-то площадку, то, зная ту информацию, которую мы с вами уже озвучили ранее, вы с достаточной легкостью сможете все определить и понять. Я бы сказал, здесь даже важнее задать два другие подвопроса, которые более значимы сейчас по своим ответам для вас. Первый — это как перейти с одной площадки на другую. И второй вопрос — как определить момент, точку того, что вы перешли с одной площадки на другую. Значит, смотрите, отвечая на первый вопрос, я скажу вам так. Здесь очень важно, и это безвыборно, обязательно нужно перенести все свои опорные точки веры на совершенно другой уровень понимания. То есть, что такое опорные точки веры? В двух словах. Это совершенно другое отношение к вопросам, к событиям, к пониманиям, к осознанию, к видению себя и своего мира сознания. Например, кто я? Смысл жизни? Что такое любовь? Что такое божественность? Что такое вторая половинка, настоящая вторая половинка? Как осуществляется переход сознания вообще? Какие есть уровни посвящения? Что такое семья? Что такое бизнес? Что такое общество? И так далее и тому подобное. То есть вопросов достаточно большое количество. Но это вопросы те, которые вам нужны. То есть это вопросы, которые вам необходимы сегодня, уже сейчас. То есть вам нужно учиться на них давать ответы, свои ответы. То есть стараться делать собственные выводы. Помните, да, мы с вами говорили по схемкам выводов, именно свои выводы. Надо учиться размышлять и их делать. То есть у вас, опять же, должен быть внутри сформирован основной принцип. Не верю никому и ничему, а верю только себе. То есть вы верите
только своим размышлениям. Даже то, что сегодня я вам говорю, или где-то вы читаете, смотрите, это все только информация для вас. Для вас это не более чем информация. Вы же берете эту информацию и обрабатываете через свой опыт, через свое отношение, через свои размышления, через свой анализ. И если как мозаика оно у вас сходится, все, даже не один вопрос, а 2 вопроса, 3, 4, 10, 100, 1000 в одном каком-то ответе, значит вы, соответственно, начинаете входить в состояние того, что этот ответ на сегодняшний момент для вас истинный. То есть вы можете его принять как свой на основании своих размышлений, и он будет формировать непосредственно вашу осознанность. Отвечая на второй вопрос, что из себя представляет момент перехода от одного сознания в другое, я скажу вам так. Это будет выглядеть приблизительно таким образом. Вы просыпаетесь утром, и вы чувствуете, что-то в мире изменилось. Вроде бы все то же самое. Предметы, кровать, диван, люстра, жена, дети, работа, машина. Все то же самое, но что-то существенно изменилось. Что-то не так. Что-то в мире произошло. И вот если это чувство у вас сегодня, завтра, послезавтра, вы чувствуете, у вас совершенно другие отношения даже к людям, к миру, к себе, даже к своим знаниям, своему опыту, знайте, что-то серьезное у вас в жизни произошло, и оно связано непосредственно с вашим уровнем сознания. Я не буду утверждать, на какую площадку вы переходите. Это, как говорится, дело лично ваше. То есть это вам определять. Но знайте точно, что что-то произошло, и следует обратить внимание. Прислушайтесь к себе, прислушайтесь к своему сердцу. Итак, я предлагаю сейчас сделать наш главный вывод и понять, что ваша основная цель, как человека, который направлен в осознанность, это научиться отвечать на собственные вопросы. Таким образом, вы сможете наработать свою неповторимость, свою свободную волю и поймете, что вы можете все. Скажу вам честно, что сердце, оно никогда не обманывает. И если вы почувствовали, что вы можете все, перед вами действительно открываются любые перспективы, любые возможности. Я желаю вам достижения этого состояния, а также мира, добра и осознания себя.